Всем привет, Redmi Note Pro 5G, обещали IP69K, в итоге IP68, по идее должен выдерживать утопление, сейчас будем проверять. Разумеется, вряд ли вы будете так делать, разумеется, для того, чтобы снимать под водой существуют чехлы, но если вы его утопите, вряд ли вам кто-то будет его менять. Но вот такого небольшого утопления он, по идее, бояться не должен. Все тесты проводились до утопления. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам о смартфоне Redmi Note 14 Pro 5G. Помимо этого 14 Pro Plus 5G. Обзор уже был на канале. На 14 Pro плюс 5G был еще обзор один день в Сербии. В чем плюс этого смартфона? По идее, быстрая зарядка на 45 Вт. IP68, они обещали IP69K, но здесь IP68. Воды он не боится. Опять же, по заявлению производителя, но помним, покупая китайский смартфон, вам его никто менять не будет, если вы его утопите. Две физические сим-карты, Type-C-шник, довольно неплохой звук, инфракрасный порт, довольно неплохое вибро, очень яркий экран, потому что в пике 1700 люксов это прям очень неплохо. 4К 30 FPS на основной модуль, в наличии ультраширик, фронталка на 1080p 60 FPS, экран водопад, кому, если вдруг это нравится, неплохой тач у экрана, разблокировка по лицу, 2 лица можете заводить, и вроде бы все волшебно. Но есть ли разница между ним и прошлой линейкой или позапрошлой, решать придется вам. Почему? Потому что здесь 7320 Ultra, и для интереса я сравню его вам в обзоре по видеосъемке, может быть чуть-чуть по фото, с OnePlus Ace 3 Pro. Почему? Потому что OnePlus Ace 3 Pro, вот на секундочку, стоил 40 тысяч рублей. Это моя ТГ скидок, я его покупал, он мне пришел, и это уже, можно сказать, следующий уровень по камерам. И насколько эти камеры отличаются, можно ли считать вот это смотрибельным в плане видео, сейчас вы для себя решите. Почему это важно? Потому что в меньшие деньги у нас очень много устройств, как я очень часто люблю говорить, какой-нибудь Poco M6 Pro за 12 тысяч рублей во время распродаж, 12,5, он перекрывает практически все ваши потребности. В чем разница между ним и этим смартфоном? Ну, тем, что у него здесь все посимпатичнее, рамка-то все равно не металлическая. Почти 700 тысяч баллов в Antutu, если говорить про экран 120 Гц еще помимо этого, неплохой тач, неплохое вибро, неплохой звук. Насколько он хорош, стоит ли его рассматривать к приобретению, я расскажу вам в ролике. По поводу вибро, когда я говорю, что он неплохой, он реально хороший. Если говорить про еще какие-то фишки, разумеется, здесь есть NFC, разумеется, здесь есть 5G. Кстати, этот смартфон я сравнивал еще со смартфоном Realme 13 Pro 5G. Не путайте с 13 Pro Plus 5G или с 13 Plus или с 13, чтобы народ запутался и хоть что-то купил. Исходники фото скачивайте в мои личные телеги. Надеюсь, что вам будет интересен этот обзор, потому что девайс в перспективе появится и в глобалке. Под каким названием — это вопрос. Надеюсь, единственное, с другим процессором. Заранее огромное спасибо за просмотр. Смотрим. Распаковка. Поставляется данный в смартфон в белой коробке с названием модели и краткими характеристиками, как и Redmi Note 14 Pro Plus, обзор на который, к слову, уже был на канале. Упаковка обыкновенная, в комплекте мы имеем сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, силиконовый чехол, краткое руководство, блок питания на 45 Вт с китайской вилкой, кабель для зарядки с USB-A на Type-C и ключ для извлечения слота под 2 сим-карты. Вес смартфона составляет 191 грамм, а габариты 163,75 на 12,3 мм вместе с блоком камер. Вообще ощущение, согласитесь, что они просто внешку только нам меняют и все. Еще почему-то зарядка всего на 45 Вт. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в Телеграме. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Перейдем же к обзору. В продаже есть белая, черная, зеленая и фиолетовая расцветка данной модели. Дизайн модели такой же, как и у модели Note 14 Pro Plus, а именно квадратный блок камер с закругленными краями, но теперь блок не цельный и выглядит менее аккуратно. Также закругленные рамки и изогнутый экран. Изогнутый экран, как мы знаем, это не всегда удобно по нажатиям и, разумеется, всегда чуть-чуть на искаженное изображение. В фиолетовой расцветке тыльная часть выполнена из эко-кожи, в остальных расцветках из стекла. Но напоминаю, что это китайская версия смартфона, и в глобальном
глобалке могут быть другие цвета. Рамка пластиковая, хотя хотелось бы, разумеется, в эти деньги металлическую. Почему? Потому что тот же А55 от Samsung, он в рамке из металла, напоминаю. Сборка устройства неплохая, материалы, как для подобной цены, хорошие. Ко всему, смартфон имеет стандарт защиты от влаги и пыли IP68, а также здесь используется технология Hand Touch версии 2.0 для корректной работы сенсора даже с водой на экране. В начале, когда они пытались рассказать нам про этот смартфон на презе, было IP69K, сейчас IP68. Стандартно в начале ролика вы видели, как смартфон справляется с одновременным утоплением и видеосъемкой. Note 14 Pro Plus, кстати, от Redmi не вышел из строя после утопления, думаю, и эта модель не пострадает. Эргономика смартфона неплохая, но лично мне импонируют больше смартфоны с прямыми гранями и прямым экраном, без закруглений. Далее на корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, микрофоны и стереодинамики. Персонализировать звук возможность есть, звучание с перекосом по громкости между динамиками, но оно неплохое. Bluetooth аудиокодеков достаточно, на экране вы видите список поддерживаемых кодеков. Вибромотор настраиваемый, что уже отлично, но по качеству он не супер топ. Также берем, к примеру, смартфоны от OnePlus с поддержкой технологии O-Haptics, сравниваем и понимаем, что Redmi в чем-то экономят. Удобно, что есть TK-порт, но вот мини-джек на 3,5 мм отсутствует, что в принципе привычно. Смарт оснащен AMOLED-дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 2712 на 1220 пикселей. Плотность пикселей 446 ppi, цветовой охват 100% DCI-P3, есть поддержка Dolby Vision и HDR10+. Пиковая яркость по моим замерам 1700 люксов, на 100% яркости он выдает 750 люксов. Функция автоматической регулировки яркости работает корректно, частота обновления экрана максимум 120 Гц. В настройках также можно выбрать динамический режим или настроить частоту отдельно для каждого приложения. Разумеется, вы мало эти где 120 Гц будете видеть, потому что и с оптимизацией вопросы, потому что это Mediatek. Тест на частоту дискретизации касания выдал средний результат, плюс экран плохо откликается на 10 касаний одновременно, и во время игры тач работает тоже не волшебно, чтобы вы там не включали. Always On Display в наличии, но только 10-секундный. Неудивительно, но очень обидно, потому что в те же деньги те же Realme предлагают полноценный Always On Display. Показатели шима в целом от экрана глаза сильно не устают. Далее, процессор MediaTek Dimensity 7320 Ultra с техпроцессором 4 нанометра и 8 ядрами. Максимальная частота у него 2,5 ГГц. Повторяю, что этот процессор мы видели много раз. Графический процессор здесь Mali G615MP2, а нейронный MediaTek APU 655. Оперативная память LPDDR4X на 8 или 12 ГБ и внутренняя память UFS 2.2 на 128, 256 и 512 ГБ. Это плохо. Интерфейс HyperOS на базе Android 14 версии. Русского языка, разумеется, нет. Можно через SetEdit что-то там поменять, но все у вас не переведется. Play Market устанавливается 2 кликами. Все работает без проблем. Скачивайте его просто из интернета. Система безопасности оснащена сканером отпечатков пальцев, внедренным под экран, функцией распознавания лиц и стандартными способами. Притом сканер отпечатков пальцев находится, как всегда, довольно низко. Как говорит OnePlus, дешево. Завести можно 5 раз один и тот же отпечаток пальца, что меня никак не радует, и это с годами у Xiaomi не меняется. Если для кого-то это алгоритмы являются нормой, хорошо. Сканер отпечатков пальцев срабатывает 4 раза из 5. Распознавание лиц отрабатывает без особого труда всегда, а биометрические данные завести можно до 2 лиц. Это удобно. По связи имеется поддержка Wi-Fi 6E серии, Bluetooth версии 5.4, 5G сетей ниже. eSIM в китайских смартфонах всегда отсутствует. Запоминаем, что их не бывает. Только в глобалках бывает eSIM, поэтому здесь eSIM нет. Для 4G сетей 7 и 20 бенд отсутствует. Датчик приближения виртуальный, работает максимально плохо, как и в модели Plus. По отзывам на форумах у кого-то он работает нормально. Но, как мы знаем, с виртуальным датчиком приближения, что может прийти обнова, и он у вас будет ненормально работать. Запись разговора в стоке есть и без уведомления собеседника о начале записи. Опять же, это свойственно для китайской версии смартфона. В глобалке такого не будет. NFC-модуль в наличии, можно устанавливать MirPay для бесконтактной оплаты. GPS в данной модели однодиапазонный. Емкость аккумулятора 5500 мАч. Сколько он выбивает в PC-марке, вы видите, больше 9 часов, это круто. Заряжается от родного адаптера питания от 0 до сотки в среднем за 1 час 10 минут, и это очень долго, очень жестко и непривычно. То есть, как мы помним, китайские смарты стараются делать быстрее. Сейчас какая-то у них пошла мода наоборот. Все медленнее и медленнее. Беспроводную зарядку, как и реверсивную, смартфон не поддерживает. За час просмотра видео на YouTube уходит на максимальной яркости в среднем 5% заряда. За час в играх уходит в среднем 25%, но здесь есть особенность.
особенность. Допустим, ты включаешь PUBG New State, и он у тебя никак не показывает даже 60 FPS из 90. Вообще через где-то 20 минут начинает показывать 37 FPS. Лагать начинает просто люто. Где-то через 15 минут он начинает откидывать тач. И еще раз повторяю, что вы понимаете, что не просто игры становятся тяжелее, но и оболочка становится тяжелее. И те же 600-700 тысяч баллов в Antutu, они не помогают смартфону. Их уже не хватает для комфортной игры как минимум. На минималках будет летать. На средних и максимальных настройках, чтобы вы не брали, тем более какой-нибудь там Genshin, вы отыграете 5-10 минут и поймете, о чем я говорил. В тротлинг-тесте смартфон выдал 360 гипсов максимально, 347 гипсов в среднем и 327 гипсов минимально при 100 потоках на 60 минутах. Сколько он выбивал в Geekbench и остальных синтетических тестах вы видите на экране. Ничего удивительного, и все штатно для этого типа процессора. Стресс-тест прошел очень плохо, результаты вы его тоже видите на экране. А повторяюсь, то, что он выбивает в Antutu, что в Storage-тесте, что в обычном, говорит о том, что супер быстрым этот смартфон не будет. 641 тысячу баллов он выбивает. Storage-тест показывает довольно скромные цифры. Основной сенсор Sony Elite 600, мы к нему уже привыкли, на 50 мегапикселей с апертурой 1.5, оптической стабилизацией и разрешением для видеосъемки 4К 30 FPS. 60 FPS недоступно и доступны не будут. Сверхширик на 8 мегапикселей с апертурой 2.2 и углом обзора в 120 градусов, как во всех подобных смартах он как затычка, и макросенсор на 2 мегапикселя с апертурой 2.4. Фронтальный сенсор OmniVision OV на 20 мегапикселей с апертурой 2.2 и находится он на верхней части экрана в центре. Максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 60 FPS, то есть 4К нету. Короткие примеры вы увидите, но хочу отметить, что здесь еще и с ультраширика он, допустим, на основной модуль не может переключаться в 1080p 30 FPS. Надеюсь, программно это потом добавят. Steady видео с улучшенной стабилизацией работает только в 1080p 30 FPS на основном модуле. Но остальные особенности вы уже увидите и услышите в примерах видео и фотосъемки. И 4К 60 FPS против 4К 30 FPS, если водить плавно. Да, вы должны примерно прикидывать разницу. И у OnePlus, повторяю, что, скорее всего, лучше ничего не будет. Вот как есть, так есть. Если только не появится 11T. И зум максимум X10. Так, 4К 30 FPS, птички, и кто там быстрее поймает фокус, кто лучше отработает, вы сейчас видите. И здесь еще под вопросом, да, 60 FPS успевает OnePlus отрабатывать или нет. Вот так отдыхают кенгуру. И вот сейчас 4К 60 FPS против 4К 30 FPS. Съемка с двух рук. И вы видите разницу. Или не видите. Их аж два здесь. Вы видите разницу? Гуси-лебеди. Тоже 4К 30 FPS. Вот так сможете снимать. Очень классно в зоопарке после воскресенья, в понедельник вообще никого. Почти. Трировано там 2 землекопа. И все. Шикарно. Вот оно, современное искусство. 4К 30 FPS против 4К 60 FPS. По цвету ближе, кстати, не OnePlus, а Redmi. И вот еще немного современного музея. Цепер. 4К. А здесь цвета правильные у OnePlus. 4К 30 FPS, вот такая штука. Чистит улицы здесь. Вот это X2 4К 30 FPS, это X1. Очень удобно, что на автобусной станции указано время ожидания и какой конкретно автобус должен подойти. И фронталка еще раз 1080p 60 FPS. Автобус. Вот так, если неподвижно рядом с дорогой снимать.
Такой обалденный кроп в 4К 30 FPS, конечно, просто очумевший. Но опять же, это все сделано для чего, правильно? Для стабилизации хоть какой-то. Вот там кто-то поймал радость. X6 максимум. И X1, нет, да, X1. 4К 30 FPS. Как говорится, перекрестки просто шикарные, только не хватает угла и кроп. Вот на ультраширик топ выглядит, но 1080p 30 FPS. Никуда не попишешь ничего. Так, 4К 30 FPS, и давайте, огромный плюс, вот смотрите, этого всей истории, что ты можешь увеличивать X6 и днем, в принципе, днем, это более-менее такая адекватная картинка, хоть что-то да видно. И еще, когда ты переходишь на ультраширик, ты можешь сразу перейти, он автоматически меняет разрешение на 1080p 30 FPS, то есть тебе не надо самому тыкать. Что, съемка против солнца, чуть-чуть, буквально 10 секунд. И сейчас баржу сниму, X6. Очень клевая детская площадка. 4К 30 FPS. Как очень много людей говорит, 4К 30 FPS. Обычно мы теперь уже покупаем еду не для того, чтобы есть, а чтобы ее снимать. Вот так вы ее сможете снимать. Попугай. И здесь. Да, но в Куала-Лумпуре можно это было делать, прям трогать их. Вот так 4К 30 FPS. Птички. И фокус вот так будет у вас прыгать. Если помогать рукой, то вот ничего прыгать не будет. 4К 30 FPS. Вот такой шикарный черный петух. Как говорится, скажите, что процессора хватает, да? Вот так обстоят. И автофокус. Не, шикарно. Максимальное разрешение для фронталки 1080p 60 fps. Но чтобы вы понимали, не на лице, если это будет примерно выглядеть вот так. И вот так вы сможете снимать. И по большому счету вас может это все дело устроить. И вам этого дела может хватить. Вот для примера. Так будут выглядеть петухи. 4К 30 FPS, про режим. И вот так сможете в про режиме снимать. Наверное, надо фокус помогать. И сейчас помог я фокусом. И все равно, главное не двигать камеру в это время. Не хочет он под углом нормально снимать, пока нет объектов. Если вы горизонт, вот так. Очень клево выглядит все. Пока-пока. Еще немного в про режиме съемки. Все вручную, но про режим. Я вот вижу разницу. Хотя с автофокусом тут такая же, даже, наверное, большая беда. Местами. Адский галдеж, 4К 30 FPS. Видите, да? Количество попугайчиков. Фокус автоматом работает. В принципе, неплохо фокус отрабатывает автофокус. 1080p 30 FPS, автофокуса нет у нас. 4К 30 FPS. Очень классная улица. Здесь блошиный рынок днем. Сейчас все уже. Последний человек уходит. И вот так сможете снимать в 4К. Если переключитесь на 1080p 60 FPS, все будет намного бодрее, веселее и лучше. И да, это Белград, Сербия. Ну а фронталка без 4К, но 1080p 60 FPS снимает. И, наверное, это самое важное. Потому что 60 FPS на 1080p намного, мне кажется, лучше, чем 4К 30 FPS вместо 60 FPS. 4К 30 FPS. Первый раз видел, как
Кошка кричала, но сейчас уже не кричит. Вот, что-то начал кричать. Вот. Угу. Большие кисы. Гепард. Очень красивый. Еще одна кошечка. Вот такие у львов игрушки в зоопарке. По звукам здесь еще и воробьи живут. Даже днем, даже при идеальном освещении, даже основной сенсор не всегда будет отрабатывать у вас отлично. И все зависит от того, насколько фото или видео постановочно. Вот. И вроде бы все волшебно, но ты начинаешь приближать и понимаешь, что смартфон отработал, ну, так себе, как минимум. Если говорить про, допустим, картины, недостаток освещения, у нас здесь понятно, что для многих картины эти будут кашей, но по факту каша, и шумов очень много. Если брать, вы видите разрешение DNG DL фото, по мне не хватает деталей, очень много шумов. Их можно убрать, но опять же все это нужно будет делать ручками. Здесь у нас не сработал фокус. Здесь, ну, я не скажу, что это отличная фотография. Посмотрите на структуру, то есть перья он не передал. Непонятно вообще, что вот он здесь нарисовал, но чтобы вы понимали, это был, разумеется, зум, эквивалент 52 миллиметров, но это все равно не то. По идее, он должен фотографировать был лучше, освещение было отлично. Как отрабатывает фронталка, то же самое. То есть это все бюджетные фото, и говорить, что эти бюджетные фото неплохие, такие же, как и бюджетные фото года 4 подряд у редмиков. И все. Что у фронталки, что у основы. Ультраширик супер печальный. И, в принципе, исходники фотографий в очень большом количестве вы можете у меня скачать. Но звезд с неба медиатековский проц совместно с этим сенсором по мне не хватает. То есть даже близко. В этом смысле все не очень весело. Минусы. Медленная зарядка, пластиковая рамка, вибромотор мог бы быть и лучше, старенький USB Type-C разъем, виртуальный датчик приближения, слабый процессор. В принципе, этого достаточно для того, чтобы еще докинуть сюда Always On Display обрезанный. Ты думаешь, ну и где Redmi двигаются куда-то там. Дизайн хорошо, но и наверное, все. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там будет много всего полезного. Ноябрь, месяц распродаж, и вы очень часто можете много чего интересного приобрести. Напишите, интересно ли это дело, если я куплю потом в глобалке и расскажу вам об этом. Любая активность поддерживается, даже если дизлайк поставите. Ну а резюмировать в этот раз я бы не хотел долго и мучительно. Почему? Бендов здесь не хватает, соответственно, для связи это не особо хороший вариант. Если говорить о китайской версии смартфона, разумеется, я его рекомендовать не буду. На что я надеюсь, когда придет глобалка, что они запихают сюда чуть-чуть мощнее процессор. Потому что до 700 тысяч баллов в Antutu это плохо. Виртуальный датчик приближения это плохо. Помимо этого, камеры, которые работают не лучшим образом, это тоже нехорошо. Могли бы посерьезнее сенсор сюда добавить, либо сделать побыстрее зарядку, потому что больше часа очень долго. И еще очень много но. Ну, теперь у нас есть IP68. А обрезанный Always On Display их не напрягает. У меня таких моментов по поводу Xiaomi очень много копится каждый раз, каждый обзор. И в целом девайс неплохой. Однозначно к покупке его рекомендовать не могу, пока нет всех бендов. Зачем вам китайская версия смартфона? Те же деньги, просто бешеное количество смартов со средним ценовым диапазоном. Мораль сей басни была такова, что когда вы приобретаете подобного рода устройство, это красивая обертка. В то же время камеры даже близко не средневековые. Вот Ace 3 Pro это средневековые камеры. Вы увидели, как они снимают. Это довольно приличный ценник на старте для нас. Допустим, в китайской версии он стоит, космос, просто космос. И в перспективе будем ждать, что они выгрузят на глобал. Вангую $200 это предел цены для него в глобальной версии. В играх он никакой. Он и не может быть никаким, потому что 600 тысяч баллов в Antutu. И когда вам вот так в камеру говорят:
Можно на средненьких настройках в Genshin играть. Ну, поиграйте когда-нибудь на смартфоне с 600 тысяч баллов Antutu с его обвесом в Genshin хотя бы часик. И расскажите мне на средних настройках, как он даже при 30 FPS у вас не будет греться, не будет лагать, и вы будете получать удовольствие. Игровые устройства это другие, допустим, без претензий. Это здесь претензии на камеру. Poco X6 Pro, допустим, без претензий на камеру. Но там мощи побольше и есть с чем работать. Примерно то же самое, что сделала Realme с 13 Pro, 13 Pro Plus, обзор на которые были на канале, которые ничем не отличаются от 12 Pro и 12 Pro Plus. Вот то же самое Redmi выпустил, ну, внешне он отличается. Все. Это мое субъективное мнение. Надеюсь, что вы поддержите меня лайком и комментарием. Исходники фото скидываю в личную телегу. Также на S3 Pro. На S3 Pro тоже будет обзор. Делать ли на китайские смарты или нет, пишите в комментариях. У меня, в принципе, и глобалок хватает. Пишите, что еще купить для обзора. Девайсу в глобальной версии до $200. Да, китайской версии однозначно нет. Без даже процента того, для чего он нужен. Ну, не для чего. Чтобы рассказать вам в ролике. Все. Добра и удачи вам, дорогие друзья. Огромное спасибо всем за просмотр.